По преданиям, последними словами свергнутого короля Людовика XVI, перед тем, как ему отрубили голову, были «нет ли вестей от Лаперуза?». Это наверняка легенда, но существуют записи того, что король до своей казни неоднократно осведомлялся, сначала у придворных, потом у тюремщиков, нет ли новостей о пропавшем мореплавателе. В стране, раздираемой революцией и войнами, где голову рубили налево и направо, Лаперуз оставался одним из немногих имен, объединявших нацию. Учредительное собрание между отменой сословий и установлением принципов свободы, равенства и братства нашло время и желание принять специальный декрет и организовать экспедицию для его поиска. В сентябре 1791 Франция принимает свою первую конституцию, а фрегаты «Поиск и Надежда» отправляются к берегам Австралии, откуда пришли последние сведения об экспедиции Лаперуза. В годы, когда люди плясали на могилах и злорадствовали над бедами врагов, все французы одинаково печалились трагическому исчезновению последнего рыцаря, которого даже исконные враги англичане называли истинным джентльменом. Романтика, чья история любви растрогала до слез капитана Адмиралтейства. Офицера, прославившегося не столько боевыми подвигами, сколько актами милосердия, который вокруг себя собирал людей, готовых пожертвовать своей жизнью, но не совершить жестокости. По вашим многочисленным заявкам я расскажу сегодня о Жане Франсуа де Галло, графе Лаперузе. Наш герой родился 23 августа 1741 года недалеко от города Альби, про который вы весьма вероятно никогда не слышали, но наверняка слышали об альбигойцах. Они были как раз из той местности, но, разумеется, на 500 лет раньше. Его отец был очень богат и влиятелен, его мать была замечательной женщиной, которую все любили, и Жан-Франсуа больше других. Он был плодом нового гуманистического воспитания по идеалам эпохи Просвещения и иезуитского колледжа. «19 ноября 1756 Лаперуз решает посвятить себя морю и становится гардемарином. Ему было 15 лет, нормальный возраст для начала службы во флоте в те времена. Буквально через полгода началась очередная война с Британией, Семилетняя война. Франция и Великобритания продолжали делить заморские колонии, и юный Лаперуз как следует понюхал пушечного пороху, по преимуществу у берегов того, что впоследствии назовут Канадой. Но не только там. В 1759-м Лаперуз был ранен в катастрофической битве в заливе Киберон, где Франция потеряла свой флот. Он был взят в плен англичанами и просидел несколько месяцев в тюрьме до репатриации. Удивительным образом то, что все годы своего взросления он проведет в войне с англичанами, не сделало его ярым ненавистником всего английского. Капитан Кук станет его кумиром и примером для подражания на всю жизнь. При том, что они весьма возможно были на одном фронте, около Ньюфаундленда. Кук еще тогда был молодым лейтенантом-картографом, а Лаперуз совсем сопляком и пытался этот Ньюфаундленд захватить. Лаперуз был произведен в капитаны в начале следующей англо-французской войны в 1780 году. Его корабль входил в состав «Экспедисион партикуляр» специального экспедиционного корпуса, развернутого Францией для поддержки Соединенных Штатов в войне за независимость против Великобритании. Не потому, что Франция обожала США, а в пику англичанам, разумеется. В августе 1782 года Лаперуз впервые прославился, захватив 2 британские торговые фактории в заливе Гудзон. Но прославился он не столько самой военной операцией, а она была спланирована им лично и проведена довольно лихо.
Все делалось в абсолютной тайне и очень быстро. Лаперус даже не взял с собой теплую одежду, отправляясь в Приполярье. Но он прославился тем, что после того, как 2 английских форта были без особого сопротивления захвачены и сожжены, капитан приказал оставить нетронутым пакгаус с продовольствием и припасами для индейцев и канадских колонистов, приходивших в фактории торговать и рассчитывавших получить в обмен на шкуры, еду, патроны и прочее. Если бы французы полностью уничтожили все, то те оказались бы под риском голодной смерти. Британские историки назвали этот поступок актом доброты и человечности, беспримерным в аналах войны. Сам же Лаперус говорил: побежденный враг не должен бояться цивилизованного противника, он становится его другом. И как можно было ожидать, у этого рыцаря без страха и упрека и любовная история была достойна романа. После канадских приключений Лаперус был назначен на службу в Индийский океан. И там он часто посещал Маврикий. Тогда остров назывался Иль-де-Франс, и он был базой французского флота в Ост-Индии. Там он познакомился с очаровательной Луизой Элеонорой Бурду, дочкой капера на пенсии, переключившегося на снабжение судов. Между ними завязывается роман, и Лаперус, которого, как человека современного, скромное положение его избранницы ничуть не смущало, сообщил родителям, что хочет на ней жениться. А родителей чуть удар не хватил. Капитан де Лаперус женится на дочери торговца, на креолке, на девице, у которой, как не очень деликатно заметил в письме сыну Лаперус-старший, не было даже приданого, которое могло бы компенсировать низменность ее происхождения. Я хочу зачитать фрагмент письма папы Лаперуза, потому что это шедевр. «Мой сын, ты заставил меня трепетать. Как ты можешь спокойно смотреть на последствия этого брака, который навлечет на тебя немилость министра и приведет к потере поддержки твоих влиятельных друзей? Ты утратишь расположение собратьев-офицеров и пожертвуешь всеми плодами 20-летних трудов. Опозорив себя, ты унизишь собственную семью и родителей. Ты принесешь свое состояние и положение в жертву ветреному стремлению к красоте и мнимым прелестям, которые, вероятно, существуют лишь в твоем воображении. Ни честь, ни порядочность не обязывают тебя следовать тем необдуманным договоренностям, которые у тебя могли быть с этой особой или ее родителями. Разве они не знают, и разве ты сам не знаешь, что ты не свободен, и ты должен подчиняться мне?» Я даже не знаю, что здесь самое замечательное. Намек, что девушка не такая красавица, как кажется влюбленному сыну, или заявление, что, нарушив обещание жениться на ней, Лаперус ни капельки не нанесет урона своей чести, или последний удар: «Ты не свободен, ты должен подчиняться мне». Лаперузу на тот момент было уже 34 года. Он капитан корабля и герой 2 войн. Но папаша был против, обожаемая маман в истерике, и бравый капитан, утирая слезу, покинул возлюбленную на ее Маврикии, но он ее не забыл. Спустя несколько лет мама Лаперуза, поняв, что сам сын себе другой невесты не найдет, подыскивает ему приличную девушку из знатной состоятельной семьи. Наш герой, что интересно, с этой девушкой ни разу в жизни не встречался, но знал и очень уважал ее мать. Лаперус писал ей прочувствованные письма, в которых признавался, что не может заключить союз с ее дочерью, пока он не разорвал свою прежнюю ост-индийскую связь. И тут случается резкий поворот сюжета. Элеонора приезжает в Париж. Уж не знаю зачем. Возможно, Лаперус считал своим долгом устроить будущее соблазненной им девицы, прежде чем расстаться с ней навсегда. Но при личной встрече разрыва не получается. Любовь ли, совесть ли, или все вместе, наш капитан забывает про сыновий долг и женится на старой подруге, даже не спросив позволения адмиралтейства, а это, кстати, было обязательным для господ офицеров. Но Лаперус был в совершенно раздрызганном состоянии. С его точки зрения, он был дважды клятвопреступник и недостоин обеих девушек. По крайней мере, он
пытается спасти хоть остатки своей чести и женится на Элеоноре. Он осознает, что это означает конец карьеры и готов похоронить себя в провинции. Но Лаперус не вышел в отставку. Возможно, Элеонора не затем пересекала полсвета, чтобы стать женой провинциального помещика. Благодаря длинному письму пожилой супруги морского министра, начинавшегося словами «Моя история – это роман, пожалуйста, дочитайте до конца», Лаперус получает снисходительное прощение начальства и разрешение продолжить службу. Жан-Франсуа и Элеонора наконец-то вместе. Семья и свет неохотно, но принимают их в свой круг, но их время на исходе. Через 2 года Лаперус отправится в кругосветное плавание, из которого не вернется. В то время многие страны инициировали научно-исследовательские экспедиции во все концы света. И французский король Людовик XVI был большим энтузиастом дальних путешествий. Сохранился рисунок, изображающий короля уже в темнице, с маленьким дофином, сидящим у него на коленях, и король показывает ему страны и океаны на большом глобусе. Мир еще не был полностью нанесен на карту. Карта Восточной Азии не была завершена, западное побережье Северной Америки было едва исследовано, про Австралию знали только, что она существует и что у нее есть западное и восточное побережье. Острова Тихого океана были великой тайной, не знали, сколько их и где они. Про Антарктиду вообще не были в курсе. И в 1785 году король назначает Лаперуза командующим кругосветной экспедицией, целями которой были завершение исследований Тихого океана, начатое Куком, исправление и дополнение карт этого района, установление торговых контактов, открытие новых морских путей и обогащение французской науки и научных коллекций. Надо было посмотреть, есть ли где возможности для китобойного промысла, для торговли пушниной, еще каким ценным товаром. Есть ли где-нибудь незанятые места для новых колоний и факторий, собрать гербарии, образцы минералов, описание туземных народов, вести астрономические наблюдения для уточнения долгот и широт. Куча дел примерно на 4 года работы. Снарядили 2 военных транспортника, Буссоль и Астролябию, оба по 500 тонн среднего размера, на каждом по 20 маленьких пушек, исключительно для самозащиты. Лаперус, который был уже далеко не мальчиком, тем не менее был в мальчишеском восторге от того, что он отправляется в кругосветное путешествие, совсем как его кумир капитан Кук. Он посылает главного инженера экспедиции в Лондон, чтобы расспросить у товарищей Кука о мерах борьбы с цингой, о том, как вести себя с коренными тихоокеанскими народами, а также по возможности купить новейшие английские навигационные приборы. Самый известный участник экспедиции Кука, натуралист Джозеф Бэнкс, лично поспособствовал, чтобы Лаперус получил 2 инклинационных компаса, принадлежавших раньше Куку. Лаперус, по его словам, принял эти инструменты с чувством благоговейного почтения к памяти этого великого человека. В состав экспедиции входило 220 человек, набрать которых не предоставляло никакого труда. Лаперус уже был одним из самых популярных капитанов во Франции, подчиненные его обожали и все хотели быть в его экспедиции. В команде было 10 ученых разных специальностей и 3 художника. Даже оба корабельных капеллана имели научное образование. Одним из тех, кто подал заявление на участие в плавании, был 16-летний корсиканец по имени Наполеон Бонапарт. И я не шучу нисколько, Бонапарт, в то время выпускник Парижской военной академии. В конечном итоге он не прошел конкурс и остался во Франции. Просто страшно подумать, как бы изменилась история Европы, если бы Наполеон уплыл тогда с Лаперузом и сгинул вместе с ним в Австралии. Чудная тема для романа в жанре альтернативной истории. Экспедиция вышла из Бреста 1 августа 1785 года.
пересекла Атлантику и обогнула мыс Горн в январе следующего года. Несколько недель французы провели на побережье Чили, и Лаперу составил пространные заметки о нравах жителей и о местной моде. Мода ему понравилась, нравы нет. «К несчастью, эта страна добывает золото», пишет он в очень интересном своем наблюдении. «Почти все реки золотоносные. Местный житель может зарабатывать полпиастра в день, промывая песок. У него нет настоятельной необходимости трудиться, поскольку продовольствие здесь в изобилии. Не поддерживая общение с иностранцами, он не знаком ни с нашими искусствами, ни с нашими предметами роскоши, и ему нечего желать, чтобы преодолеть свою ленность. Земли остаются непаханными, самые деятельные чилийцы уделяют несколько часов в день промыванию речного песка, без необходимости овладеть каким-либо ремеслом. Поэтому в домах даже самых богатых жителей почти нет мебели, а все мастеровые в Консепсьоне – иностранцы». 9 апреля 1786 года они прибыли на остров Пасхи, где бойкие местные жители украли у нас все, что только смогли унести. Затем они отплыли к Сандвичевым островам, сейчас Гавайским, где капитан был раздираем между естественной симпатией к местным жителям и предубеждением против них в связи с гибелью его кумира капитана Кука. Вот что он писал тогда в дневнике. «Я не считаю, что должен завладевать этим островом от имени короля. Обычаи европейцев в подобных случаях абсолютно нелепы. Люди на основании лишь того, что у них есть пушки и штыки, ни во что не ставят 60 тысяч себе подобных и без уважения к их самым священным правам рассматривают в качестве объекта завоевания землю, орошенную потом ее обитателей, в которой многие века покоится прах их предков». Интересная позиция для офицера, отправленного королем подыскивать места для новых колоний. От Гавайев экспедиция отправилась к Аляске, по дороге удалив с морских карт несколько несуществующих островов. Они посетили народ тлинкитов, людей ворона и орла, сооружавших гигантские тотемные столбы. Затем они повернули на юг и исследовали все западное побережье Америки, от современной Британской Колумбии до Калифорнии. Тогда это была испанская провинция Лас-Калифорниас. Лаперус составляет карты заливов Сан-Франциско и Монтерей, осматривает испанские пресидио, ранчо и миссии и описывает жизнь обращенных в христианство индейцев, живших и работавших в миссиях на положении немного лучше рабского. «Женщин никогда не подвергают порке на виду у всех», – пишет он. «Для этого есть огороженное и достаточно отдаленное место, чтобы их крики не побуждали слишком живого сочувствия, которое могло бы подтолкнуть мужчин к бунту». Он подробно описывает обычаи, внешний вид индейцев, их пищу, их игры, и замечает, что каждый из братьев-францисканцев лично был чудесным, добрым и богобоязненным человеком, и их нельзя обвинять за жестокости системы. Также из дневников Лаперуза я случайно узнала, что значит алькатрас. Это пеликан. Птица, которую он с интересом описал под ее испанским названием – алькатрас. Затем Лаперуз пересек Тихий океан поперек за 100 дней и добрался до Макао, где выгодно продал меха, приобретенные на Аляске, разделив прибыль между своими матросами, за что они были очень ему признательны. Филиппинская Манила произвела на него приятное впечатление. Он сообщает, что сигара – это маленький сверток табака, предназначенный для курения без помощи трубки. И замечает, что страсть к курению этого наркотика столь неумеренна, что нет никакого времени дня, когда можно было бы увидеть мужчину или женщину без сигары во рту. От Манилы Лаперус направился на север, посетил Корею и благоразумно решил не соваться в Японию. А затем прошел пролив, который теперь называют его именем, и 7 сентября 1787 года достиг Петропавловска-Камчатского. Здесь французы как следует отдохнули от путешествия, починили корабли и вообще наслаждались гостеприимством местных жителей. Было решено отправить накопившиеся судовые журналы, карты и письма отсюда с сушей во Францию. И Бартолеми де Лесепс,
отправился со всей этой документацией в эпический годичный марш-бросок через всю Россию и пол Европы, о котором я расскажу в блогах. Что за блоги? Информация внизу в описании и в конце ролика. Поставьте, кстати, лайк, если вам нравится этот рассказ. В Петропавловске Лаперус получил приказ как можно быстрее отправиться в Австралию, чтобы разведать слухи о том, что британцы пытаются организовать колонию в Ботани-Бэй. По дороге туда в декабре 1787 года корабли Лаперуза остановились на островах Самоа. Сначала все шло прекрасно, ему удалось купить у местных массу провизии практически ни за что. 2 фрегата уже приобрели свыше 500 свиней, а также огромное количество птицы, голубей и фруктов. И все это стоило нам лишь несколько ниток стеклянных бус, пишет удивленный Лаперус, который пытался предлагать островитянам железные инструменты и ткани, но те предпочли бусы. Французы попытались пользоваться словарем местного языка, составленным Куком, но этот глухой телефон явно не работал. Представляете себе английскую транскрипцию самоанских слов с французским акцентом. Возможно, из-за этого, а может быть и по ряду других причин, о которых мы теперь уже никогда не узнаем, случается трагедия. Капитан де Лангль, командир астролябии, настоял, что нужно запастись свежей водой, и высадился с отрядом и бочонками на берег. Вот как описывает дальнейшее сам Лаперус. Постепенно берег там наполнился людьми. Вместо 200 человек, включая женщин и детей, которых мсье де Лангль застал, когда прибыл туда в половине первого, к 3 часам там было от 10 до 12 сотен туземцев. Он благополучно погрузил воду в баркасы, однако в это время был отлив, и он не мог выйти в море раньше 4 часов. Тем не менее, он зашел вместе с отрядом в лодку и расположился на носу со своим мушкетом и стрелками, запретив им открывать огонь, пока он не отдаст приказ. В них уже полетели камни, и туземцы по колено в воде окружали баркасы. Солдаты тщетно пытались отогнать их. Если бы месье де Лангли не сдерживал страх первым начать кровопролитие и быть обвиненным в жестокости, он, несомненно, приказал бы дать залп из всех мушкетов, и это должно было рассеять толпу. Однако он надеялся, что сможет обуздать туземцев, не проливая крови, и пал жертвой собственной человечности. Месье де Лангли успел выстрелить лишь дважды, прежде чем его сбили с ног. Он упал за левый борт, где свыше 200 туземцев мгновенно забили его камнями и палками. Баркас Бусоли под командованием мсье Бутена сидел на мели в 4 ярдах от баркаса астролябии, и между ними оставался небольшой проход. Через этот проход все наши раненые, которым повезло не упасть за борт, бежали вплавь на наши шлюпки, в это время уже спущенные на воду. Погибли 12 человек, и еще 20 были серьезно ранены. Первой инстинктивной реакцией французов было устроить карательный рейд. Но Лаперус взял себя в руки. Он пишет о гибели де Лангля. «Я потерял старого друга, человека большого ума и величайших познаний и одного из лучших офицеров французского флота. Причиной его смерти стала его человечность. Если бы он позволил себе выстрелить в первых туземцев, вошедших в воду, он предотвратил бы собственную смерть и гибель еще 11 жертв. Если бы мой гнев могло утолить убийство нескольких туземцев, у меня была возможность прямо с кораблей потопить, сжечь и уничтожить 100 их пирог, в которых находилось свыше 500 человек. Однако я боялся среди виновных наказать и невиновных. Голос моей совести спас их жизни». И вместо того, чтобы мстить, он решает идти прямиком в залив Ботани. На борту кораблей находились остовы для 2 новых баркасов, и ему нужна была безопасная якорная стоянка, где можно было бы их собрать и дать передышку истощенной и подавленной команде. Откуда мы знаем о происшедшем на Самоа? Лаперузу удалось еще раз отправить весточку домой. В заливе Ботани они застали британский первый флот. 11 судов, которые должны были основать исправительную колонию Новый Южный Уэльс в Австралии. Поскольку Америка откололась, и туда ссылать преступников стало нельзя. Английский капитан Артур Филлип
решил не оставаться в заливе Ботани, он нашел место получше, которое сейчас называется Сидней. Но не успели британцы перебазироваться, как к ним неожиданно присоединились 2 французских корабля. Французы были приняты любезно и провели 6 недель в британском лагере. И Лаперус воспользовался возможностью еще раз отправить журналы, карты и письма в Европу на британском судне «Александр». И благодаря любезности англичан мы знаем о днях Лаперуза в Австралии и его дальнейших планах. Он намеревался двигаться на север и пройти между Папуа-Новой Гвинеей и Австралией, затем идти на запад, обогнуть Австралию вдоль западного и южного побережья и подойти к Тасмании, осмотреть ее и прибыть на Иль-де-Франс, тот самый Маврикий, где он познакомился со своей женой в первых числах декабря 1788 года. Как мы знаем, этот план не был осуществлен. Буссоль и Астролябия покинули залив Ботани 10 марта 1788 года, и больше о них не было никаких вестей. После того, как 2 первых спасательных корабля «Поиск и надежда» вернулись во Францию ни с чем и потеряв в дороге обоих капитанов, каждый корабль, который отправлялся в Тихий океан, надеялся получить какую-нибудь информацию или найти следы экспедиции Лаперуза. Время от времени появлялись слухи. Один сообщал, что видел обломки кораблей. Другой говорил, что встретил туземцев, одетых во французскую форму. Третий утверждал, что нашел крест святого Людовика на одном из островов. Лишь в 1826 году, спустя почти 40 лет, ирландский капитан Питер Дилан, бороздивший южные моря на предмет торговли сандаловым деревом, зашел на полинезийский остров Тикапиа, чтобы закупить продовольствие. И там он увидел, как один из его матросов выменивает на несколько рыболовных крючков старинную серебряную гарду шпаги. Он начал задавать вопросы, и местные ему рассказали, как они выменили эту гарду, а также несколько фарфоровых тарелок, серебряную ложку с гербом и шпагу на Ваникоро, группе островов в 2 днях плавания на пироге от Тикапиа. По рассказам обитателей Ваникоро, много лет назад к их островам подошли 2 больших корабля. Они стали на якорь, но через некоторое время внезапно налетел жестокий шторм и выбросил оба корабля на берег. Дилан отправился на Ваникоро и нашел там пушечные ядра, якоря и другие части кораблей в воде между коралловыми рифами. Он привез несколько найденных артефактов в Европу и показал Бартолеми Леспесу, единственному оставшемуся в живых участнику экспедиции Лаперуза. И тот идентифицировал их как принадлежащие Астролябии. На основе информации, предоставленной Дилану жителями Ваникоро, можно составить приблизительную реконструкцию катастрофы, постигшей экспедицию. Оба корабля потерпели крушение на рифах, Астролябия была выгружена и разобрана, после чего группа выживших моряков была атакована местными жителями и многие погибли. Оставшиеся в живых построили 2-мачтовое судно из обломков Астролябии и отплыли на запад примерно через 9 месяцев. Но что с ними случилось, неизвестно. Однако 2 мужчин, один которого местные называли вождь, а другой его слуга, остались, но покинули Ваникоро за несколько лет до прибытия Дилана. В книге 1889 года «Мятеж и романтика в южных морях» сделано предположение, что был упущен шанс спасти одного или нескольких выживших людей Лаперуза. В ноябре 1790 года капитан Эдвард Эдвардс отплыл из Англии с приказом прочесать Тихий океан в поисках мятежников с корабля «Баунти». И еще одно знаменитое морское приключение напишите внизу, если хотите, чтобы я о нем рассказала. Так вот, проходя мимо Ваникоро 13 августа 1791 года, Эдвардс заметил дымовые сигналы, поднимающиеся над островом. Есть вероятность, что сигналы подавали участники экспедиции, которые все еще были живы через 3 года после крушения Буссоли и Астролябии. Но капитан Эдвардс, который, в отличие от Лаперуза, гуманизмом не отличался, был убежден, что мятежники, которых он ищет, не станут выдавать свое местоположение дымом. А если там кто-то еще терпит бедствие, то это не его дело.
Он проигнорировал сигналы и продолжал путь. И поэтому про капитана Эдвардса никто ничего не слышал. А Лаперус– это пролив, 2 залива, несколько горных вершин, ледник и кратер на Луне. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти 2 блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью? А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!